Друзья, всем привет, серферы, бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наши вечерние эфиры. И у нас сегодня такое, лилейка будет хорошая. Первым мы сейчас будем по предателям, пройдемся «Страна предателей» вместе с Всеволодом Зелениным. Потому что страну сотрясает очередные зрады, сразу несколько. Кадочникова сделала заявление где-то там на творчей тусовке, заговорила на русском языке, тут же начались вопли, что було державное. Ну, она, в общем-то, сказала там все, что хотела, ей аудитория захлопала, и это симптоматично. Но после этого начался срач по поводу того, что нужно лишить ее, значит, там, государственных каких-то государственных позиций, что она в театре выступает, хотела выступать там на украинском. И пошло-поехало, понеслась. Короче, лепят из этой несчастной актрисы нового здравника. С другой стороны, отличился Портликов, которого достали там какое-то его выступление. Там вообще, в принципе, все выступление это такой образец прогрессирующего нарциссизма. Но Портликов зародил, что демократия, значит, это когда дети селян умирают за ее спасение, а считать, что должны гибнуть на войне дети депутатов, это неправильно, потому что иначе это нас возвращает в феодализм. Ну и народ, естественно, почувствовал в этом гнильцу и не безосновательно взорвался, и сейчас все, кому не лень, поливают, значит, Портликова и пытаются, так сказать, докопаться до истины, открыли для себя, что, значит, Портликов зрадник тоже. И вот глядя на все это, на вот эти большие и малые срачи, ловишь себя поневоле, что мы движемся постепенно в сторону радио тысячи холмов. Вот потому что вечный поиск вот этого вот предателя в своем ближайшем окружении, он приводит к тому, что в конце концов эти предатели обнаруживаются. Ну, потому что если как бы везде искать предателей, то рано или поздно, ну, как говорится, ружье, которое висит на стене, начинает стрелять в того самого предателя, и появляется как бы Вышелский очередной, значит, какие-то тройки там, которые в едином порыве. Только у нас это все как бы в форме трагефарса, там, да, вот будет. И, ну, собственно говоря, это уже симптом такой запущенной болезни. Вот то, о чем Путин говорил на старте, как бы там, да, войны, оно вдруг заиграло реалистичными красками, потому что, по сути, как вот там говорят, важно ли превратиться в дракона, борясь с драконом, там, да, если вспомнить известную пьесу Шварца, то вот в нашем случае это произошло. Как мне кажется, мы превратились в этого дракона, вот скопировали самое худшее, что было в России, и благополучно, вот в кавычках, внедряем это на уровне социальных практик, причем люди даже не осознают, что они делают. Ну, я скажу даже больше в отношении. То есть я хотел бы не концентрироваться на отдельных случаях, про которые ты сказал. Вот мне очень понравилась твоя идея в отношении Вышинского. Это же его идея была презумпция виновности. Если сегодня ты должен доказывать, что ты патриот и что ты не виновен, если ты говоришь на русском языке, потому что ты патриот, да, что ты любишь Украину. Я слушал внимательно речь Кадочниковой, и она призывала к любви, что говорила о том, что она сама любит страну, и она считает, что она для этого много сделала. Кому-то это не оказалось правильным. И я встречаю очень много среди своих коллег, вот, профессор Украинского католического университета, мой очень давний знакомый, там, не знаю, с 90-х годов знакомый, он просто сказал так, что в порядке слов, что легендарная актриса, легендарная актриса, которая сыграла роль в фильме там, «Тени забытых предков», это Кадочникова, тут слова неправильно вставлены, что это должна быть актриса, которая сыграла в легендарном фильме.
То есть не надо путать, что фильм на самом деле потрясающий, а вот она может быть и не такая хорошая актриса. То есть сомнение в профессионализме, в компетентности. Человек уже должен доказывать, что если он как бы говорит, ну я сейчас честно тебе скажу, я буквально вот в связи с ее событием исследую, насколько официально было то мероприятие, насколько это была действительно тусовка, насколько это было официальное вручение, насколько там обязательно было говорить на украинском, насколько нет. Но для меня симптом в другом, что мы сегодня должны доказывать по принципу Вышинского, что мы невиновны. Во всем мире есть презумпция невиновности, и твою виновность надо доказать. А мы сегодня должны доказывать, что мы чисты перед, даже я не знаю, перед кем. Перед кем, да. Вот, да, перед кем, перед страной, перед народом. Это не работает. Тут я хочу просто весь список, вот я в посте своем сегодня сделал, весь список. Значит, язык. Значит, если ты говоришь на языке в тех местах или перед теми людьми тоже, да, которые этим недовольны, ты получишь сомнения в твоей лояльности стране. Уже есть по политическому принципу. Ну, например, была Компартия, ее запретили, иллюстрировали в Украине, но, может быть, сейчас мы должны начать отслеживать, что кто-то был в партии регионов, уже подозрительный человек. Кто-то был в партии Медведчука в СДПУ, конечно же, подозрительный. ОПЗЖ, само собой. А там это же сотни тысяч людей, которые в этом всем как-то были. Да? Это уже... Порошенко в этом плане. Да, Порошенко, кстати, был в этой партии. Не, он был создателем. Да, один из создателей, да, он одно время в ней был. Значит, тоже. Дальше. Сотрудничество. Я сталкиваюсь, я работаю в Международном институте менеджмента, читаю программу MBA. И я слышу от своих учеников про то, что сейчас начинаются вопросы к тому, а насколько вы сотрудничаете с Россией. Я вот только что вот со своим приватбанком там заполнял какой-то годовой отчет или что-то еще. Я должен был там написать, что у меня нет никаких бизнес-отношений с страной-агрессором. Во время войны, само собой. Но почему люди должны доказывать, что они, работая, например, как логистическая компания, которая занималась перевозкой грузов из России в Европу. В 1999 году. Да, в 1999 году, тогда еще, да, они под подозрением не сотрудничали с одвичным ворогом, и они должны теперь доказывать, что они невиновны в бизнесе, да, то есть это целый еще один кластер бизнесменов, которые так или иначе были связаны с Россией. Дальше. Родство. Если у тебя родственники в России, и ты тоже с этим я сталкиваюсь в быту очень часто, что вот разве не открестился от своих родственников в России, ты продолжаешь с ними общаться? Они же там за ту власть и так далее. Ну, кто-то рассорился, кто-то продолжает. Дальше. Коллеги, ученые, которые ездили на конференции после 2014 года. Бизнесмены, которые ездили на какие-то там форумы и так далее после 2014 года в Россию. Тоже под подозрением. Они ездили, они что-то там делали, а у них какие-то там сотрудничества, может быть еще. Про культуру я сейчас задаюсь вопросом, где проходит черта. Мы уже обсуждали здесь, я просто рисую всю картину. Да? У нас было обсуждение по поводу памятников. Насколько ты поддерживаешь, не поддерживаешь, правильно, неправильно, деятель, не деятель, настоящий, не настоящий, там Бабель, Пушкин, понятно, там Булгакова уже обсуждали 300 раз, там, может быть, Высоцкий, может быть, еще кто-то. Все это уже работает. Музыка. Чайковского, имени Чайковского Национальная музыкальная академия. Насколько она Чайковского должна носить имя или нет? Да? Слушаешь ли ты русскую музыку, российскую музыку, еще там советскую или какую-то еще? Уже тоже вопрос. Про Цоя сколько говорили. Дальше. Насколько у тебя дома есть литература? Вы еще не выкинули свои книги на русском языке? Да? Ты не выкинул свои книжки? У тебя на русском языке? Я даже докупаю. Вот Первая мировая война, вот, пожалуйста, все нужно, вот это все должно быть сожжено. Да, или выброшено, или макулатуру. Ну, да. Но я задаюсь вопросом, на каком языке ты смотришь фильмы? В Netflix, да, вот в интернет заходишь посмотреть какое-то кино. Ты с русским или с украинским переводом смотришь? Я смотрю на английском субтитрами. С какими, на каком языке? Ну, на украинском, русском, я не парюсь. Ну вот я столкнулся с тем, что задаются такие, мне студенты задают такие вопросы, а вы почему нам показываете какой-то отрывок из фильма, там есть субтитры на русском языке?
на английском. Тоже студенты. Я вот показывал как Азизеса, выступление, там перевод, подстрочник, я нашел в интернете с таким вариантом, да, потом я нашел еще где-то там машинный перевод, такой очень достаточно схематичный, с моей точки зрения, на украинский, именно там дубляж. Почему на русском? Это все, у меня коллега тоже, есть фамилии, имена, это реальные случаи, когда к ней обратились на русском языке во время лекции студенты, она ответила на русском языке, после этого эти же студенты написали на нее жалобу и ее выгнали. Что она во время обучебного процесса, то есть ее спровоцировали для того, чтобы вот таким образом выгнать. То, что мы уже с начала войны, конечно же, в научной деятельности не ссылаемся на работы российских ученых там, и так далее, наверное, это правильно. Но что делать с тем, что кто-то из моих коллег, ученых, на русском языке издавался в Украине, в украинских сборниках, например, в том же самом Харькове выходили несколько журналов научных на русском языке. Эти журналы не могут быть засчитаны уже в научную деятельность, потому что они на языке страны-агрессора. Я сейчас описываю это вот как процесс. Это то, что уже точно есть. Что-то такое начинает появляться. Происхождение. Мне неоднократно писали: ты Зеленин, с тобой все понятно. Твои родители наверняка были колонистами, колонизаторами. Они приехали сюда из России, чемодан, вокзал и так далее. Я говорю: извините, я не русский, я прусский. Дед, тоже скрываясь от подобных вещей, ровно 100 лет назад взял себе фамилию Зеленш, добавил вот так вот 2 палочки для того, чтобы там получился Зеленин, чтобы к нему не цепляли, что он латыш. Да, теперь в обратную сторону мне нужно доказывать, что я имею латышскую кровь, немецкую кровь, польскую и украинскую. То есть ты из туземских немцев, что ли? Или, да? Нет, я из прусских немцев. Да, прусские немцы — это те, кого уничтожила советская армия полностью в ноль. Она 2 миллиона просто геноцидила. 44-45 год они просто зашли. Это первые немецкие земли, до которых добрались. Можете, в интернете есть открытые источники. Изнасилованы женщины от 8 до 80 лет поголовно. Убиты мужчины все, от младенцев до стариков, поголовно. Это страшный был геноцид. Советская армия шла, просто уничтожая все на своем пути. И сейчас это теперь исконно русская земля, или, как они говорят, янтарный край. Когда в каком-то там году, когда вот это было, пала эта стена берлинская, да, какой-то, не помню, год 80-й, какой-то 89-й, я не знаю, в каком году это было, пускай меня поправят, я сейчас не готовился к этому в историческом плане. Тогда начали обсуждать, что вообще-то Сталин говорил, что до 95-го года будет Кёнигсберг, вот это все под Советским Союзом, а потом вернем назад Германии. В 95-м году, когда поднялся этот вопрос, говорят, что нужно возвращать немцев, некому возвращаться, были слова одного из немецких политиков. Убиты почти все. Мои родственники случайным образом оказались живы, потому что они на тот момент были депортированы, но в Советский Союз, там лагеря и все остальное. Еще до, после Первой мировой войны, они убегали там на территорию Советского Союза, в Среднюю Азию, и потом их уже третировали уже как немцев. Вы знаете, что во время войны там немцев их отправляли в трудовые лагеря. Вот все это. Почему я спрашиваю себя, почему я должен оправдываться, что я по происхождению, то есть меня за происхождение могут хейтить? То есть я предатель по происхождению? Или кто-то предатель? Романенко, понятно, он не предатель. Он просто человек, который потерял ориентации, потому що он вообще на самом деле Романенко Юрій, і він точно українець, але чомусь він зрадив Україну. На четверть, извините, а на четверти есть из предатели, да? предательской крови, как бы, так что То есть у тебя есть, ты нащадок клятых колонизаторів, правильно? Як нащадок. Просто 2 семьи поменяли на собак с Курской области, как бы отправили в Харьковскую, и получается у меня там четверть вот это вот. Все, ты под подозрением. Рабская присутля. Да, присутля. Опять же, фамилии могут указывать, что там рабы. Вот какие-то москали, москаленки, да, это же все это дети москалей. Точно, надо вот по фамилиям. Романенко это с казахских этих, так что поэтому. Да, у тебя все, да, там все нормально. Вот это вот чисто. А скажи, пожалуйста, у тебя родственники есть на оккупированных территориях? Знакомые, родственники? Есть. Это ты под подозрением. У меня тоже осталась двоюродная сестра в Мелитополе под оккупацией. Знакомые есть. Родственников нет. Но в России есть родственники.
Это вообще, ну это все. Но я, Юра, ты должен писать я объяснительно. открестился еще в 2014 году, честно открестился. Открестился, ты вынужден был откреститься, или Да ты что, сам решил? я на опережение. Я понял. И вот будьте как Романенко, как Юра, будьте вот на опережение, чтобы вас не заподозрили в том, что вы предали Родину еще до того, как эта речь о предательстве зашла. Правильно? Да, самое так. Вот. А я знаю людей, которые настолько потеряли берега, что они уже после 2014 года, выехав сюда из Донецкой и Луганской области, потом ездили к своим старым родителям, которые остались там и не могли выехать, и ездили к ним в гости. То есть они ездили на эти оккупированные территории, и наверняка они тоже предатели, потому что они дети предателей, правильно? Ну, похоже. Да, да, да. Ну, еще есть идейные враги. Идейные враги. Это люди, ну, их можно найти очень быстро, потому что они там распространяют какие-то неправильные идеи по поводу памятников, они распространяют неправильные идеи по поводу науки и культуры, военных действий, вот там правильные, неправильные есть военачальники. Ты, кстати, за петлю или против? Против. Ну, опять же, ты понимаешь. Я за Скоропадского. Ну как, не, ну, Звиляйте. ты должен быть на правильной стороне. Не Юр. можу. Ну, да, пожалуйста, будь на правильной стороне. Вважаю його зрадником і ідіотом. Ну, не зрадником, ідіота, вот просто. Я, знаешь, как раз... Он великий атаман. Я сейчас как раз вот на телеге у себя поставил перед этим эфиром цитату Петра Болбочала, которого Петлюра расстрелял. Болбочал сказав: «Бідна Україна, ми боремося з більшовізмом, весь культурний світ піднімається на боротьбу з ним, а український новосталий уряд УНР йде на зустріч більшовизмові і більшовикам. Ви не можете розібратися в самих простих життєвих питаннях, а лізете в міністри, отамана, лізете в керівники великої держави, лізете в законодавці замість того, щоб аби бути самими звичайними урядовцями і писарцями». Лизуть. Это некомпетентность. Ну, поэтому я сейчас хотел бы, вот нарисовав всю эту картину маслом, как говорят в Одессе. Кстати, Одессу нужно русифицировать срочно, правильно? Или украинизировать? Украинизировать. Или русифицировать? Так она русифицировала, это что? Нет? Знаешь, вот я сейчас задам... Ты сейчас как те студенты, бля, как хулвы. Конечно. Ты такой же хулвейбил, посланный. Да, значит смотри. Тільки українізовувати, Я задаюсь таким вопросом. Пане, про що ви мовите? Простым вопросом, да? А мы умеем украинизировать? Мы умеем вовлекать, умеем, и причем я говорю не только украинизировать, украинизация, это не только переход на украинский язык, потому что, вот я сейчас вам добавлю еще одну категорию, это те самые страшные зрадники, которые говорят на чистом украинском языке, которые носят трезубец, там, вышиванку и так далее, но в душе они ненавидят Украину и делают все возможное и невозможное для того, чтобы ее разворовать, для того, чтобы ее развалить, лишить будущего и убить самых лучших ее сынов. И вы знаете этих людей пофамильно. Вы все знаете этих людей пофамильно, они говорят это, а результатом это является разбрат, результатом этого является столкновение, ссоры, противостояния социальные, конфликты и так далее, и так далее, и тому подобное. Когда дискуссия превращается в наш любимый, в общем, я их называю, знаешь, как у меня новый термин есть, срачмейкеры. Да, это люди, создающие срачи. Вот они, Шит, чтобы было по-современному. Да. Шитмейкеры. Шитмейкеры, понимаешь, очень красиво. Шитмейкеры, то есть они прям, вот, они же українці, вони мають все бути українське слово срач, да, вони таке мають бути. Вот они, вы их видите, они создают ссору, они рассоривают в эфирах, они рассоривают людей, которые потом в семьях ругаются. Вы все этих, знаете, вот они, видимо, притворились еще глубже. Они такие штирлицы, которые прям носят форму СС, но внутри это полковник Исаев, который четко выполняет задания Кремля. Да? Я не говорю, что они выполняют задания Кремля, я просто сравниваю с фильмом. И мне невероятно интересно задаться вопросом, а каким образом мы будем определять, кто же не является предателем? Юр, как ты думаешь, как мы должны выявить не предателей? Потому что предателей так много. Ну, во-первых, должны быть проведены бюджетные закупки этих... Предателей? Нет, детектора лжи. Щоб в каждой стоял детектор лжи. І ранок починався в любій бюджетній установі, в бізнес установі, там, да, щоб перевіряли.
Як воно є? Вот смотри, проверить ладно. Так, а За вот годину всі здали, значить, за годину всі швиденько здали, значить. и каждый день по 3 раза сдавать. Ну, Мало ли, может, человек передумал. Ні, за день. одного разу зранку И буде все, нормально. да, понятно. Ну, ты знаешь, в Северной Корее есть система проверок, когда к людям приходят ночью и проверяют, дома ли они или в гости пошли ночевать. Да, эта проверка есть, очень четкая. Вот. Такой полицейский подход, может быть, тоже сработает. Но вот я задам себе, мы умеем квалифицированно украинизировать. Я сейчас вообще вот отхожу от юмора, превращаюсь в профессора университета и задаю вопрос. Умеет ли Украина проводить квалифицированную украинизацию? Потому что насильственная украинизация, мы видим, к чему приводит. Умеем ли мы это делать? Например, мы знаем точно, что Российская империя умела русифицировать. Великий русский мореплаватель Витус Беринг. Ну, явно он не по происхождению не русский. Но они сделали его, и вот они брали эти мелкопоместное дворянство, вытаскивали его из Европы. Еще в 19 веке они там на французском, на немецком при дворе говорили, но они их четко русифицировали. Я специально изучал вопрос. Я не знаю, много ли людей в Украине изучали вопрос русификации. Как такое? Мы смотрим из своего окопа, как русифицировали в Украине там, шляхту, как нас народ, как запрещали все эти эмские указы. Но это часть гораздо большего проекта. Значит, частью этого проекта являлась работа с историей. Про это многие знают. Переписывание истории именно такой, чтобы она действительно создавала величие и преемственность именно российской государственности, Российской империи. Но еще одно являлось создание мощнейшего культурного пласта. Вот я сейчас хочу сказать ядро того месседжа, который у меня есть. Давайте зададимся вопросом. Украинский язык — это средство коммуникации. Но любой язык, для изучения любого языка, должен быть смысл, зачем его изучать. Вот как вы объясните немцу, французу, там, я не знаю, британцу, какой смысл ему изучать украинский? Что есть на этом языке передано такого, которого нет где-то еще? Чтобы было понятнее. Например, есть язык математики. И это не просто, вот я беру там, рисую какие-то там циферки, что-то делаю. Я должен изучить этот язык для того, потому что смыслом этого я могу проводить исчисления, которые без этого я производить не могу. Есть язык программирования. И это не само по себе ценность, что я научился языку программирования. Есть смысл, ради чего я это делаю. Какой смысл изучить украинский? Есть ли ответ на этот вопрос? Если мы не можем ответить на этот вопрос европейцам, то откуда мы сможем ответить на этот вопрос русскоязычным внутри страны? Россияне в Да недавно выучили, все знают украинский язык. Да, конечно. Не, люди знают, 95% Британцев? точно. Не, я имею в виду, что в Украине. Подожди. Что ты, когда ты говоришь, что там Умнейшая вещь. Ты даже не представляешь, насколько мудрую вещь, может быть, ты сказал. Потому что в том-то и дело. Это не дает ответ на вопрос, почему люди не переходят на этот язык. Да? Вот есть же что, а есть почему. Да? 3,5 миллиона украинцев, которые проживают в Российской империи, в Российской Федерации. Почему они не переходят на этот язык? Почему не создан смысл, ради которого туда переходить? Понимаешь? Россияне сделали очень важный аспект. Именно проект, который они потом разворачивали весь 19 век, и который привел потом к так называемому Серебряному веку, это то, что заставило европейцев изучать русский для того, чтобы прочитать Достоевского и же с ними. Они создавали культурный проект на национальном языке. Они формировали язык. Мы знаем Пушкина, он там создал русский язык. Не только. Далеко. Там была целая плеяда и целая задача государственников, которым было поручено разработка вот этого всего, чтобы был создан продукт, который без русского языка понять нельзя. Да, вот как программное обеспечение. Ты без того, чтобы владеть этой программой, ты его не понимаешь, ты в нем не разбираешься, ты должен разобраться. Это привело к тому, что произошла русификация. Дальше. Что есть еще у русского языка? Я не говорю, что он лучше ни в коем случае в отношении украинского языка. У него есть 300-летний опыт невероятного жестокого сражения на культурной арене, который привел к тому, что, во-первых, европейцев там заставили, которые приехали, во всяком случае, жить в Российскую империю, изучить этот язык. Которые сделали так, что русский язык, никакой другой, стал языком межнационального общения в Советском Союзе. Которые сделали так, чтобы он стал одним из 5 языков ООН. То есть это была натренированность языка, именно в смысловом плане, создавать такие концепты смысловые, которые заставляли переходить на этот язык, изучать его, относиться к нему серьезно.
Украинский язык потрясающий, глубокий, сильный, гораздо более богатый, чем русский. Но он не тренирован в плане того, чтобы украинизировать, то есть создавать смысл перехода на него. Уходить, ну, ты знаешь же клятву человека, который приезжает в Соединенные Штаты. Я отказываюсь от своего предыдущего гражданства и становлюсь гражданином Америки. Я больше не буду там защищать те ценности, которые были в тех государствах, куда я приехал. Есть смысл, и люди понимают, что у него есть смысл, он становится гражданином мощнейшего государства, есть американская мечта, есть миф, есть все, к чему он будет причастен, и это создает ему смысл изучать английский, чтобы работать, там, жить в Штатах. Хотя не все это делают, понятно, что там на Брайтон-Бич все до сих пор говорят, как они, я с ними общался, они говорят, я говорю, вы не учили, 20 лет прожили, не учили английский, мы, говорит, в Америку не ходим. Мы тут общаемся между собой. Нет, так испаноязычных десятки миллионов. Да, и они да, не да, разговаривают. они не разговаривают, но они принадлежат к американскому мифу, они принадлежат к американскому смыслу Соединенных Штатов. И вот я сейчас говорю о том, что невероятно важно, если мы не хотим просто передраться уже окончательно, чтобы выяснять, кто там больше украинцы из Тернополя, из Львова или из Ужгорода, там, откуда, да, чтобы уже там не было такого, недавно мне сказали ужасающую фразу, но она уже гуляет. Один язык, одна вера, одна область. Да, уже все. Да? Сужение. Ивано-Франковская причем. Я не знаю. Я вот даже не знаю, какая из них более украинская. Не дай бог, будет выяснение уже даже между ними, кто из них больше украинец. Да, там, потому что волыняне могут сказать, что мы там сражались, мы самый бендеровский край. А галичане могут сказать, что мы самый по культуре край. Там франковцы, там, Станислав, да, могут сказать по-своему, потому что они еще между собой могут начать выяснять, кто из них больше предатель. А там были, кто сотрудничал с советской властью очень сильно и плотно. И по смыслу, и там Львов русифицирован был очень здорово в этом плане. Так что вот я считаю, что крайне важно нам, вместо того, чтобы искать предателей, вот то, что ты там вместе назвали эфир, там, страна предателей, я, честно говоря, поставил в конце вопросительный знак, пока мы еще к этому двигаемся. Нам нужно поставить проект украинизации правильный. Иначе кто угодно может оказаться предателем. Ты, я, там, все, кто говорят не на том языке, смотрят не так, не тот разрез глаз, не та форма черепа и дальше по списку. Так а что с проектом, смотри, проект украинизации, на самом деле он может быть успешным только в одном случае, если государство, если страна успешная. Вот и все. А для того, чтобы она была успешной, она должна выходить за рамки представлений, которые сделали ее неуспешными. То есть это второй шаг. То есть это значит, ты должен послать нахер все то, что вот это сейчас этим всем пытаются пышатися. Супер. А теперь давай переведем это на человеческий, очень красивый, с философского языка на человеческий, на психологический. Значит, представьте себе бизнес-проект, и у вас там все перессорились. Он будет успешным? Нет. Вам нужно сначала сделать так, чтобы люди могли сотрудничать, чтобы они могли найти свое место в этом проекте. Я, ты знаешь, может быть, потому что я психолог, я считаю, что не бытие определяет сознание, а сознание бытие. Я многократно сталкивался с тем, что вначале возникает идея. Я вообще больше про Гегеля, да, что там и про то, что идея, которая охватывает массы, она становится, да, материальной силой. Материальной силой. Я в эту сторону. Не так, чтобы мы вначале построим что-то там принципиально хорошо работающее, а потом поймем, зачем мы это делали. У меня вначале зачем, а потом что. Вначале люди влюбляются друг в друга и представляют свою семью, а потом они ее строят в физическом мире. И так далее и тому подобное. Я считаю, что у нас вот этот эксклюзивный проект, когда мы его режем уже на такие кусочки маленькие, что трудно разобраться вообще, где уже, собственно, то, что не подлежит сомнению, где уже все виноваты, уже... Я перечислял же, если всех вычесть, всех, кто был в неправильных партиях, кто оставил хоть один пост за Булгакова, понимаешь, что останется вообще? Знаешь, мне только что такая пришла в голову, или знаю, этот как бы картинка, как бы, да, что вот, что такое современно, вот эта наша вторая лещастая республика, это вот территория ебущихся мышей. Вот они друг друга как бы так ебут в разных как бы этих конфигурациях. Юрий, я продолжу твою метафору, но она станет еще более ужасной. Они уже импотентны, то есть это импотентные ебущиеся мыши. Простите меня, зрители дорогие, особенно мои студенты, что это была цитата, вот слово там, сношение неправильно оно произнесено. То есть они уже не могут даже это сделать. Они пытаются, но не могут. И рожают еще более что-то мелкое, еще более импотентное. Мы измельчали, да, из великих
таких рыцарей духа, которые мы представили в начале войны, мы измельчали до того образа, который Путин прямо нам в первом своем обращении в начале войны выдал, что мы тут все между собой ссоримся, что мы ненавидим друг друга и так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, кто тут менеджеры Путина в стране и кто виноват в том, что мы в такое превратили, что мы выполнили приказ Путина в начале войны? Теперь уже не важно, в каких границах будет Украина, потому что они нас сделали такими, как хотели. Они войну затеяли не для того, чтобы Украину победить или захватить, а для того, чтобы превратить именно в то, что было сказано их правитель. Потому что когда она в это превращается, то, собственно говоря, Уже не надо ничего захватывать. надо захватывать, потому что все понятно, ну, в общем-то, и у людей внутри мотивация исчезает, потому что они смотрят, ну, собственно, да, у этих это херня, у нас такая же херня, у этих такая херня, у нас такая же херня. Вопрос. За что Чем отличаемся? За что боремся? Да. И многие люди начинают задаваться этим вопросом. Вот в чем была задача Путина, и он ее решил в этом плане. По охмуриванию Украины своим вот этим ядом, который запускает вот эти страшные процессы, превращающие в ядовитое подобное нас. Ну, ты знаешь, я внимательно по долгу работы, потому что как психолингвист я изучаю все эти нарративы, которые там звучит очень интересные аспекты, которые мы все время неправильно трактуем. Их задача не уничтожение, да, не захват Украины, а превращение ее. И превращение. Да. А потом в таком виде ее можно забирать уже тепленькая, потому что она такая, как есть. Да, уже все друг друга. Они как 100 лет назад, они придут, когда мы все перессорились, и мы будем готовы принять хоть черта, хоть дьявола, чтобы только прекратилась вот эта вся мешанина. Это как зомби, да? Да? То есть вот зомби укусил, и все, спустя какое-то время все вокруг являются зомби. Или как в «Игре престолов», белые ходоки. Там, да? То есть тот момент, когда он тебя убил, потом ты превращаешься в белого ходока. И ты уже за него по определению, от кого бы ты ни был, от какого бы ты там каких-то королевств. И эти чудаки стоят там на горе с синими глазами, так смотрят, и корректируют, куда наступать. Вот, провайдеры такие. Вот очень важно, их задача развратить Украину. Превратить нас в такое вот ничтожное образование, где нам самим будет стыдно за то, чем мы занимаемся. Вот, а после этого все что угодно. Можно расчленить Украину, можно захватить, там, можно оккупировать, можно даже не трогать. Мы между собой будем здесь 100 лет еще колбаситься, разваливаться, ссориться, там, воевать, может быть, не дай бог, там, в гражданской войне и так далее. Все, дезорганизовать. Задача хайдийных врагов перековывать, превращать, переубеждать, там, переагитировать, я не знаю, как вы это назовете, превращать в людей, которые готовы работать на общий проект Украины. Общий. Ну а тут уже тогда можно и про проект говорить, потому что мне нравится то, что делают медоеды, мне нравится то, что делается там многими интеллектуалами в Украине. Тогда мы можем что-то построить. Если мы перессорились и передрались, и ссоримся из-за того, на каком языке мы изъясняемся, вряд ли. Сергей Ивченко пишет: поразительно, российские войска шли на Киев, чтобы захватить его и изменить власть. А вы тут пишете, что они не хотят нас захватывать. Объясни. Объясняю. Значит, смотрите, вначале была задача взять Украину. Они думали, что мы уже такие, как они думают. Давайте так, все разложим по полочкам, раз вы хотите. Они думали, что вот как Путин заявил, что у нас действительно все уже в состоянии рассыпчатом таком, сейчас развалится все от одного тычка. Выяснилось, что нет. И поэтому задумали полицейскую операцию. Да. Поэтому они везли там Нацгвардию свою, там все вот этих. А теперь они поняли, 200 что нет. 200 тысяч пакетов. Да. А теперь они поняли, что нас нужно, извините, мы еще не готовы, нас нужно привести к нужной кондиции. Собственно, чем они и занялись. Они перемалывают сознание украинцев, сегментируя его, конфликтуя его, создавая... давайте так, для самых таких понятливых, как я говорю, для тех, кто в танке. Как вы думаете, украинцы, которые перессорились, это более легкий противник для войны, чем украинцы, которые консолидируют? Конечно же, рассорившийся противник, разделяя власть, он гораздо более легкая мишень. Они думали в 2022 году, что мы уже в той кондиции. Оказалось, нет, что мы в состоянии консолидироваться. Я помню, как в первые дни войны было неважно, на каком языке ты говоришь, неважно, откуда ты происходишь.
Читаешь ли ты, любишь больше Булгакова, Пушкина, или там Тычину, или ты Франка, или кого-то еще. Главное, что ты идешь и готов просто своей кровью, своими силами делать все возможное для того, чтобы отразить врага. Мгм. Это был вектор, это был понятный, четкий вектор. А теперь вдруг выясняется, что люди, которые проливали кровь, которые потеряли, там, стали инвалидами, сражаясь на фронте, сегодня должны доказывать, что они патриоты, потому что, ну, как бы, они недостаточно вписываются в концепцию человека, который там сделал какой-то для себя вывод, что вот только такие украинцы являются украинцами. Если в начале войны там была концепция, что есть украинцы первого, второго сорта, сейчас у нас появилось такое количество сортов, что я вспоминаю все того же сакраментального Булгакова и говорю, что, извините, как там, рыбы этой там третьего сорта не бывает, она тухлая, уже тухлые какие-то сорта возникают. Понимаете? Не бывает. И мало того, еще про язык могу такую вещь сказать, очень, мне кажется, важную. Дело в том, что язык это не только средство коммуникации. Язык это структура мышления. Читайте гипотезу Сапира-Орфа, то есть она отражает мировоззрение, отражает взгляд на мир. Кстати, если кому-то интересно в упрощенном варианте, опять ухожу от науки, человек, говорящий на суржике, это фактически человек по внутренней лингвистике украинец, но он перестал быть носителем украинского языка. Вот давайте пример вам. Если какой-нибудь обрусевший немец говорит «это есть хлеб», да, он говорит на ломаном русском, но структура у него немецкая «das ist Brot». Да? Это когда Верка Сердючка изъясняется на своих там концертах вот этим суржиком, там внутри структура украинская. Этих людей перевести на украинский язык очень просто. Создайте им смысл и мотивацию, они сами перейдут, они уже на нем внутренне мыслят. Но перевести человека, который уже имеет другую структуру мышления, это очень большая воспитательная работа. Глубокая воспитательная работа, смысловая, бережная, мудрая и квалифицированная. Мгм. А у нас, извините, украинизация происходит методом бусификации. Когда просто хватают и говорят, вот ты не прав, давайте мы тебя сейчас лишим всего, затопчем ногами, зацкуем, доведем до вообще общественной обструкции. Вот все. И, например, всем остальным, все остальные пускай боятся. И пока у нас не будет квалифицированной украинизации, у нас украинизация будет только через угрозы и страх. Пока мы не будем уметь это делать квалифицированно, мы будем делать это через угрозы и страх. Так, тут жаловались, что звук прыгал. Просто надо перезагрузиться, там на каком-то моменте эфир чуть-чуть подвис. Ну, бывает такое, это ж по стране связь прыгает. Вот, у нас все хорошо. Угу. И поэтому те, кто... Видите, Здорово. правду говорю. Вот. Значит, что я хотел еще сказать. Кореневский здесь писал интересные несколько постов. Он писал, в Финляндии были языковые противоречия, но в 30-х годах приняли языковой закон о двух государственных, и власть с элитами самостоятельно демонстрировали нарратив единения общества. После Второй мировой войны литература на финском во многом вдохновилась шведской литературой, зато финская литература на шведском была вдохновлением для Швеции, и это было частью международной политики в Финляндии. И там нет никакого комплекса или полноценности. История шведской короны воспринимается как история Финляндии. Ну, прекрасный рациональный подход. Да, прекрасный рациональный подход. У нас подход может быть менее рациональный. Мне вот мовные патрули напоминают, знаете, такая аллегория. Это все равно, как если бы вам сказали, что, во-первых, любовь это только секс. Ну, в смысле, национальная идентичность, сведение ее только к языку, это как сводить любовь к сексу. А мовные патрули или какие-то секс-патрули ходили бы и проверяли, занимаются люди сексом вот именно в той одной правильной позиции, которая у нас утверждена. А если они это не делают, то они должны быть наказаны. А если, не дай бог, они пытаются найти в этом какие-то глубокие чувства или духовность, то уж тем более они должны быть казнены каким-то инквизиторским способом. Вот то, что я сейчас наблюдаю, взять национальную идентичность, сложнейшее психологическое образование, свести его к одному показателю под названием мова, и дальше, исходя из этого, заняться делением людей на правильных, неправильных, настоящих и предателей. В то самое время, как вот я тут возьму себе сейчас цитату Донцова. Вот знаете, я с одной стороны очень уважаю тех людей, которые там опираются и на работу, в том числе Бандеры, и как национальных таких теоретиков национализма. Но Донцов я считаю не менее, он, может быть, потому что он мой земляк, он тоже из Мелитополя родом.
Он великолепний теоретик національного движення. Він писав, що нація це не лише мова чи нація це не лише мовна чи національна збірнота. Нація це воля щось спільне творити. То есть это общий проект, ради которого мы собрались. Это не просто вот мы говорим на одном языке, просто скучковались. Нет, у нас есть общий смысл, у нас есть общее дело, которым мы занимаемся. И я считаю, что Украина, это как общее наше дело, ее защита, особенно в условиях, когда она, по словам Патрушева, должна в этом году перестать существовать. Ты читал эту статью? Патрушев сделал заявление, согласно которому оно звучит так, что, он тоже сейчас посмотрю точное название, что в этом году Украина перестанет существовать. Звучит название статьи так. Не исключено, что в наступившем году Украина прекратит существование. Это говорит один из ключевых идеологов Кремля, человек, который возглавляет Совет Безопасности, и там далеко не пустое место, он далеко не такая мелкая сошка. Они поставили себе задачу исчезновения государственности Украины. Так что, ребят, тут не до шуток. Если пока мы будем искать предателей среди своих и наказывать, и бить друг друга, может оказаться, что через какое-то время, вот сегодня мне писали, уже некому будет не наказывать, и некого будет наказывать, просто все рассыпется. Если мы не начнем сейчас соединяться, искать точки соприкосновения и возможности сотрудничества, мы можем пожать очень горькую жатву, как, собственно, было 100 лет назад. Ярослав Подарок пишет: человек, который реально защищал и защищает Украину, по определению украинец, независимо от того, на каком языке он думает и говорит. И сейчас во время войны мы все это поняли. Ну, я абсолютно согласен с этим утверждением, но не согласен только с тем, что мы все это поняли. Как раз вот не все. На жаль, да. К сожалению. Черновол, кстати, красную фразу говорил, я все время в последнее время вспоминаю, что Украина должна быть не на языке и не в языке, а в думках и в сердце, в мыслях и в сердце. То есть человек должен действием, своим отношением, своей приверженностью любить Украину, а не только на словах. Потому что вот есть очень много людей, которые готовы только словами защищать страну. Ну, или даже уже не страну, а свое какое-то представление о том, какие должны быть правильные украинцы в этой стране. Вся эта дичь возникла только как компенсация боли от отсутствия реальных действий и реформ внутри страны. Если вы уж боитесь лазвать и наказывать коллаборантов, то вы ничего не измените. Сергей Ивченко пишет. Ну так надо действовать. Кто же мешал 30 с лишним лет что-то менять в этой стране? И вместо этого нам предложили концепцию, что вся беда от колониализма. То есть мы 30 лет сами по себе живем, ну реально как бы сами по себе живем, а ведем себя так, как будто мы являемся как бы жертва, находимся в какой-то колониальном, как бы этом, в колониальном статусе. Юра, ты знаешь, что тут все гораздо хуже еще. Если мы поднимаемся на смысловое содержание культуры, то есть, ну я не скажу только эти три кита, но есть важные три кита. Це жарти, журба и боротьба. Да, значит, у нас есть, ну, Остап Вышня, Котляревский, вот такой вот яркий самобытный юмор, как смысл изучить украинский язык, потому что на нем, вот я, например, читаю, я понимаю, что с трудом можно перевести на русский, там есть смысловое содержание, и ради этого стоит учить украинский, что-то такое. Я его знаю с детства, я двуязычный с детства, в двуязычной семье, но вот понимаю, что там колорит есть. Шевченко со своей журбой, як помру, то поховайте, и так далее, и тому подобное. И ты чувствуешь вот эту сопричастность народной боли, народной муки, и ты чувствуешь необходимость что-то сделать. И наш гимн «Ще не вмерла Украины, слава и воля», он тоже начинается с этой журбы. И второй куплет нашего гимна, туда же Франко, туда же, может быть, Лесю Украинку, и туда же многих других борцов. Там, станем, братья, в бой кровавый, и вперед, и вот тут опять проливаем кровь, до последнего сражаемся и так далее. А есть ли у нас еще какие-то смыслы? Смыслы, ради которых мы вообще, у нас вот, смысловое содержание проекта под названием Украина, если там что-то еще, если вот в этом самобытном образовании, которое мы здесь строим, может быть это будет что-то, я не хочу сейчас так фантазировать по ходу пьесы, то есть так навскидку делать, но может быть мы идем какие-то другие еще моменты, может быть будет что-то, ради чего мы готовы жить и умирать, ради чего мы сражаемся сейчас, ради чего прямо пока мы говорим в эфире умирают люди на фронте. Может быть, мы найдем это здесь? Может быть, смысл тыла заключается, чтобы найти смысл
ради которого умирают те люди, которые защищают эту территорию, инфраструктуру, государственность и так далее. Какой должна стать Украина? Какой она есть, может быть, от природы? Может, мы должны это понять? И дать понять другим, кто захочет присоединиться к этому. Я не знаю, ты видел или нет, я 5 днів назад ставил стих Івана Франко. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Бачив, ні? Читал, даже лайкнул. Да, я прочитаю, вот те, кто не читали, ну, вот, Прочти, он очень уместный. послушайте. Ви чули ту пригоду, в часі розливу рік попав у бистру воду нещасний чоловік. В глибокім вірі б'ється, і то на вже туй-туй, до кому, що на мості кричить: рятуй, рятуй, а ком, що на поручня поважно лікті спер, глядить критично, втоне, чи винерне ще тепер. В кінці махнув рукою і мовив лиш одно: не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Гай-гай, таких кумів нам не 2, не 3, не 5, в житті щодня, що хвилі приходиться зустрічать. Ти в горі нужді б'єшся, мов риба у саку, працюєш, тачку тягнеш, мов панщину тяжку. Тут сумнів мучить душу, що місце то боляк, а він лиш критикує: все зле і все не так. За поміч і пораду він має лиш одно: не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. І наш народ так б'ється, в батлі вже много літ. І хвилі напосілись його розмити слід, а на безпечнім мості фальшиві її брати стоять і ждуть, чи може, щоб поміч принести. Стоять і ждуть на хвилю, що брата проковтне, числять тепер ще вирне, тепер же чепирне, на крик його і благання в них лише слово дно: не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Та що це? Він не тоне, хапаясь берегів, не слухає поради облеслих ворогів, і під ногами чує він тверший ґрунт, а ті на мості врепет: це бунт, це бунт, це бунт. Під ним міст хитаєсь, і хвиля прясла рве, і з мосту крик лунає: рятуйте, хто живе, рятуйте більшу власність, рятуйте панський лан, рятуйте трони вівтар, давай обложний стан. А що, як Немезіда собі одного дня позволить жрать зробити у ролі поміня? На своєму ґрунті стане розміцно на ногах, а супротивна хвиля піде по ворогах. І ті, що нас із виру спасали мило так, самі скуштують трохи, який то в мокрім смак. А Русь на їх благання їм відповість одно: не тратьте, браття, сили, спускайтеся на дно. 100 лет назад, даже больше. Это больше стоит, что Франко это больше. 100, Когда, в какой год? Ну, это где-то 120, 130, вот так вот. Парадоксальным образом, у меня там промелькнуло, что он Украину Русью назвал. Значит, он сейчас бы был предателем, по-моему. Да. Я вот в том числе и из-за этого как бы это стих прочел, но на самом деле это же стих, он обо всем. Он и о том, как мы помогаем друг другу. И о нашем текущем геополитическом, так сказать, ебучем состоянии, как бы там, когда смотрят ла-ла-лас, вот точно так же. Бросайте кума, да, перлайте ладло. И ты знаешь, у меня такое есть ощущение, что где-то внутри той Украины, про которую мы сегодня с тобой говорим, есть какая-то такое вот здоровое, сильное ядро, которое я видел в первые дни войны и сейчас часто вижу. Украинцы, которые помогают друг другу, которые невероятно быстрые, прутки такие, прям вот соображают лучше, чем европейцы, там организуют бизнесы, изучают языки. Я вот горжусь тем, что мой сын в свои 13 лет знает 7 языков. Да, свободно знает 7 языков. Он учится на французском абсолютно нормально. Сейчас переехал на Корсику, и там корсиканский — это смесь французского и испанского. Они там, кстати, тоже борются за свою независимость, Корсики. Или итальянского. Итальянского и французского. Вот, знает латынь. Все. Это не кажется чем-то вообще в Европе потрясающим, когда человек знает много языков, может о них свободно говорить. И вопрос в том, что мы такие, вот я не говорю сейчас только про своего сына, мы говорим про то, что очень много есть талантливых людей. Очень много есть людей интересных, очень много людей, в глазах которых я вижу вот этот огонь настоящий. И может быть, вот эти люди чаще всего, они принимают возможность, если человек настоящий, они его берут к себе и все дальше вместе работаем. Получается, как это, давай работать вместе. Работать вместе для Украины. Я вижу, как в условиях войны новая почта выходит на новые рынки. Они у меня учились на MBA. Они сейчас захватывают новые рынки, организуют почтовые поставки по всей Европе, там в Грузии куда-то выходят. Ну невероятно. Там другие компании там сельскохозяйственные расширяются во время войны. Совершенно чудесные. Там поднимают, вот сейчас я сегодня общался с компанией, которые за время войны они обороты подняли X5. Да, логистическая компания, которая работает. Потрясающие вещи делаются.
И эти люди не заняты вот этим, всей этой вознёй, и они на это все смотрят как на какую-то глупость, временную, какое-то помешательство. Но мне обидно, что массы людей вынуждены вот в этой глупости участвовать, смотреть, втягивать голову в плечи. Я считаю, что есть небольшое какое-то вот это ядро вот этих озлобленных, дерущихся мышей. Не хочу употреблять твое слово, мельчающих. Но оно более, да, оно более понятно. Да, ну, в какой-то жизни я профессор, мне завтра в университет идти, я не хотел бы так, чтобы мне там говорили, ты такие тут слова употребляешь. И есть люди, которые втягивают голову в плечи и говорят, да ладно, мы просто не будем с ними связываться, они вот там, ну, не хочется попадать под раздачу вот этих людей, которые будут тебя свистать, кидаться какашками, там что-то еще рассказывать про тебя, писать гадости, требовать лишить тебя всего и так далее. Да, ладно, все, вот вам так хорошо. Мне напоминает профессора Преображенского в начале фильма, когда он говорит, он меня так задолбал. Помните, да, он так замучил этот Шариков. Просто не хочется связываться. И так мне хочется, чтобы появился Барменталь, который просто скрутит этого Шарика. И подложь. Пооперирует и превратит в того. Кем он является? Да. Алекс Р. Написал, Юрий, на мой взгляд, ошибка думать, что мы скопировали самое худшее, что есть в России, это опять перекладывание ответственности. Мы ничего ни у кого не копируем, все есть и было в нас самих всегда. Я на самом деле думаю, что так оно и есть, и что действительно между нами различий намного меньше, чем могло показаться, как бы там, да. И вот проблема в том, что с одной стороны, мы какую-то все-таки эволюцию за эти 30 лет прошли, и потому что слабость госаппарата и невозможность вот такого тотального подавления, как это в России за эти 30 с лишним лет мы наблюдали, здесь было невозможно. И это породило вот мутацию, которая как бы там легла на какие-то наши национальные и так существующие отличия там, да, и, собственно говоря, Украину начала все дальше как бы уводить в сторону. Но с другой стороны, объективно, да, я согласен, что действительно очень много вещей, которые нас роднят с русскими, которые сидят у нас в головах, и мы свирепый народ, и у нас много деспотизма, такого анархического. У русских просто это деспотизм тоталитарный, который как бы покоится вот на этом чинопочитании и просто лебезении перед верховной властью. Давай будем называть, у них есть две касты, у них есть барин и холоп. Точка. В России вот 1000 лет назад, там 500 лет назад барин и холоп. Есть тот, кто владеет, есть тем, кем владеет. Холопы идут, вот ты говорил про Портникова, ты знаешь, мне кажется, он до сих пор не отошел от своего российского образования, в котором он там благополучно получил идеологические такие, журналистов там всех обрабатывали идеологически, так что тут нечего удивляться. И то, что он как это все описывает и так далее. Вот, там, а у нас нет. У нас есть, мне кажется, тоже вот такой типаж людей, которые такой, ну не знаю, разбышака, да, вот ему нравится, я не хочу называть казаки, я хотел сказать это казачество, да, которое вот свободен во всем. Я не хочу, да, с презрением они вытирали грязные руки, там, а дорогие свои штаны, чтобы показать презрение к этой одежде, да, вот такой вот есть. А есть магнат. Это хитрый, абсолютно аморальный типаж, который будет зарабатывать на чем угодно. Магнаты, если вы почитаете в истории, я думаю, ты про это знаешь гораздо больше, они перепродавали Украину столько раз и предавали ее столько раз ради собственных каких-то интересов, финансовых, каких-то других, там, конъюнктурных. Так они не мыслили категориями Украины, потому что она отсутствовала. Они мыслили категориями своего сословия, да. Которое вот было управляющее сословие. Вот и мы должны принять, что у нас есть магнаты, и они есть до сих пор. Да? И есть вот эти вот разбышаки, которые там готовы драться и между собой, и с кем угодно, и, собственно, вот это гуляй-поле, оно есть. И, к сожалению, россияне этим пользуются, они сталкивают нас между собой. Ну так вот именно ж поэтому ключевое же как бы нерв вот вообще как бы проблемы этой страны, это в том, что
она никак не стабилизируется. То есть для стабилизации необходимо выйти за рамки моделей Магната и Разбышаки, как бы Да. там, да, и создать людей, ну, условно говоря, человеческий организм социальный, который базируется на устойчивом поведении, на каких-то устойчивых социальных практиках, ментальных. целеполагании и так далее. Смотри, оба из них не могут быть государственниками. Магнат, он не мыслит государством, потому что он мыслит своим сословием, он готов продать или перепродать эту Украину 1000 раз. И мы это видим, хоть, я не знаю, хоть это Фирташ сегодня, хоть там, я не знаю, хоть Пинчук, кто угодно, это все тот же типаж, как 1000 лет там назад и так далее. И есть разбышаки, которые между собой сражаются, как и 100 лет назад, там красные, белые, там петлюровцы, там еще кто-то между собой бегают, там махновцы. Я дерусь, потому что я дерусь, с гиканьем и удовольствием от того, как вот мы тут показываем свою удаль. Они тоже не государственники, они не могут создать государство. Нам нужен некий другой типаж, нам нужны люди, которые будут понимать, что устойчивое развитие, счастье и так далее возможно в государственной структуре. И какая Украина будет как государство? Вот мне британцы все время говорят, ваша проблема, вы не ведете себя как государство. У вас есть народ, у вас есть страна, у вас нет государства, державы как такой, если говорить на украинском языке. Вот у нас нужен типаж человека, который будет понимать, вот он где-то рождается, где-то вот, ну, чтобы он наводил порядок не только внутри собственного двора, такой хозяин, да, такой пан настоящий, но он запанував на всей Украине, да, чтобы он действительно смыслил категориями всей страны, чтобы он, ну, как бы, я не знаю, не хочу говорить слово болел, но с огромной любовью, с огромной ответственностью относился к тому, что происходит со страной. Иначе мы будем жить в режиме вот этого хаоса. И тоже вот у меня есть последнее время. Зраданки. И я считаю, что вот такие вот моральные ампутанты, да, я их называю, вот эти все чудесные наши там, даже не знаю, как их, прокуроры, помнишь, да, которые выяснилось, что они такие действительно инвалиды, да? Их называют моральными ампутантами. У них ампутирована мораль. А если страной руководят моральные ампутанты, она будет страной ампутантом. Мы будем терять территории, мы будем терять субъектность, мы будем терять конечности своей страны. И рано или поздно мы потеряем страну как таковую, она развалится. Потому что нету людей с моральной основой, с такой вот лидерской основой, которые готовы были взять страну, сберечь ее и приумножить. Пока нет. Не вижу типажа. Точнее как, вижу в этой студии, вон, вот на куртке вон там есть замечательный типаж, покажи его в кадр. Медоеда, покажи. Вот он типаж. Сам по себе такой хозяин. Вот я считаю, что это метафорический типаж того украинца, который может всех собрать, всех объединить, найти с точки соприкосновения. Это наш тотем. Да, вот наш тотем, наш какой-то мифологический образ, который всех нас соберет, и да, вся власть медоедам, правильно? Стоп, кстати, четко. Берешь, да? Беру на вооружение. Вся власть медоедам. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Спасибо Всеволоду Зеленину, отлично получилось. Сейчас у нас будет этот эфир с народным депутатом Галиной Янченко, так что не переключайтесь, буквально там 5 минут, и мы начнем эфир с ней. И сегодня еще у нас в Фараджалах будет Мохаммед Фараджалах, мы по сделке Израиля с Хамасом пройдемся. Все, на этом заканчиваем, пока.